Здравствуйте. Как обещал, буду показывать все. Правда, вчера был у губернатора, простыл чуть-чуть. Насморк, кондиционеры. Еду, пешком на автобусе на работу. Потому что, как вы знаете, машину у меня забрали. Гаишники конфисковали безвозвратно. Ну и все, езжу пешком. Нельзя мне сейчас управлять транспортным средством, потому что посадят в тюрьму. Вот. Так что пошел на работу, тренировать детей, тренироваться. Не знаю, как сегодня с тренировкой. Насморк, чтобы не было нагрузки на сердце. Посмотрим. Но ноги обязательно нужно размять. Я вчера не приседал. Так что я думаю, что приду на работу, разомнусь, там будет видно. Потихоньку выхожу со своих дворов. Мне здесь до остановки идти минут 10, не больше, может 7. Опа, чуть не упал. Дороги у нас кривые. Так что вот, в принципе, такие у меня дворы. Вот. Много многоэтажек, много детей, которых можно записать на тяжелую атлетику. Много ребят у меня занимается с этих дворов. Надо даже подтягивать тех детей, которых проще проконтролировать. Так что, как говорится, работаю над собой и окружающей себя действительностью. Вышел я, со своего района. А что хочу рассказать про губернатора. Губернатор вчера не приехал. Ну, был прикольный праздник, день физкультуры. Концерт хороший. Нас приглашали в соседний город. Называется Смолевичи. Ну, в такие города, видно, губернатор не ездит часто. Вот. Так что, я закинул удочку начальству спортивному, что начал заниматься, тренироваться. Посмотрим, как они отреагируют. Посмотрим, что будет. Может, дадут грошей, а может, не дадут. Но коль не дадут, как говорил наш президент, гэты не дают, треба идти к бандитам. Но к бандитам мы не пойдем. Мы закинем заявочки в другие страны. Кто захочет принять короля помоста во свои ряды, как говорится. Как я обещал, я человек веселый, не унывающий. В Беларуси же живу. Все нормально. Вот моя остановка. Вот у нас здесь маршрутки ходят. Остановка находится на пустыре. Вот мой автобус идет 22-й. Так что все очень просто. Все по-белорусски. Олимпиец по-белорусски, как говорится. Автобус. Просто на память. По какому основанию? Значит, запрещено. Запрещено? Конечно. Ну, извините тогда. Нет, чего тороплюсь, автобус? Все, доехал я до остановки, называется улица Краснознаменная. Вот, ехать мне минут тоже 10, 4 остановки. Так что, в принципе, улица у нас здесь красивая. Видите, постоянно убирают, трактора. Вот. Беларусь, говорят, чистая страна, убранная, так что не врут. Между прочим, в этом плане не врут. Но, чтобы чем-то там хвалиться еще, от того этим и хвалимся.
А вот. Уже почти возле спортшколы. Смотрите, флаги у нас красивые какие. Вот. Можно идти по пешеходному переходу и даже не смотреть. Но это я вам не советую. Так что все довольно просто. Самое главное для жизни в Беларуси, как говорится, без юмора никуда. Потому что вы видели или, может быть, слышали, что в автобусе, оказывается, у нас нельзя снимать. Первый раз слышу. Но все равно, пока наши контролерши чуть-чуть не дашат пору, она не заулыбается. Потому что мы люди суровые. Я думаю, даже суровее, чем челябинцы. Так что вот так. Вот пришел в спортшколу, вон племянник мой пошел. А вот, смотрите, у нас какая спортшкола большая. Красивая, покрашенная, как говорится. Ну и я тому тоже виной. Я в 2011 году попросил не себе квартиру, а попросил у губернатора, только уже у другого. Большое ему за это спасибо. Починить мне спортшколу. Выделили 1 миллиард белорусских рублей. Это где-то около, может быть, там 300 тысяч долларов. Вот. Веду видеоблог. Это мой коллега, талантливый тренер. Вот. Вот моя спортшкола, вот вход. Вот в этой, кстати, вот рядышком у нас учебно-образовательная школа. Я в ней учился с 7 по 10 класс. Вообще школу я закончил в городе Бобруйске, в училище Олимпийского резерва, в классах. Вот видите, дети радостно здороваются с олимпийским чемпионом. Здравствуйте, ребята. Вот. Ну, про спортшколу я буду делать отдельный обзор. Полностью все расскажу, покажу, где я принимаю непосредственное участие, потому что не могу просто так смотреть. Всегда участвую, что-то помогаю, делаю, что-то придумываю. На месте не могу стоять. А если как говорится, если остановлюсь, то уже все. Ну, давайте, короче. Поход мой закончился.